Привет, дорогие друзья! Ну что, давайте продолжать. Смотрите, по Шойгу мы разобрались. Мы разобрались так вскользь, не зануривалось. Потому что если бы нырнули, то там бы так много бы всего разыскали, конечно. Может быть, еще поплаваем. Вот, рассказали про дочку Шойгу, которая, по нашей информации, сейчас на откуп отдана вся медийка, посвященная специальной военной операции. Ну и, конечно, мы заслужили в свой адрес огромное количество хейта и кампаний, нападений. Вот. Ну, для нас это действует наоборот. То есть, чем больше нападать, тем больше получаете. Тем больше получаете. В общем, давайте так. Шойгу ведь сам не справляется с такой махиной-то. Ему нужны помощники. Помимо его дочери, конечно. Нужны помощники. И вот сейчас я вам расскажу про помощника Сергея Шойгу. Смотрите, зовут его Тимур. Тимур родился в Москве, интеллигентный мальчик. В 97-м, он после школы поступает в университет, в 97-м его заканчивает и сразу же идет работать. В армии Тимур не служил. Он идет работать. Как следует из биографии Тимура, он работает себе в частных компаниях, что там компьютерит, в общем, и 13 лет так работает. Потом переходит в компании, которые имеют отношение к топливо-энергетическому комплексу. Кем он там работал, неведомо. Может быть, когда-нибудь узнаем. Да и не важно это, знаете. В общем, 13 лет он проработал в коммерческих структурах, а потом влюбился. Влюбился он в Светлану Захарову, а она на тот момент была замужем за Михаилом Маниовичем. Это олигарх и миллиардер. И даже сейчас его компании зарабатывают там 1,3 миллиарда рублей в год. Семья очень известная в Москве. Семья входит в элиту, в тусовку. Являются они завсегдатаями всевозможных, опять-таки, тусовок. И, как говорили в начале нулевых, они знакомы практически со всей элитой. И вот появляется паренек, который влюбляется без ума в жену олигарха. И это происходит как в сказке. Он добивается своего. Он настойчиво добивается своего. И она разводится таки со своим мужем. А муж, в свою очередь, жалуется, что жена после этого говорит ему: алименты мне давай $100 тысяч в месяц. Иначе не будешь видеть детей. Получает она нормальное такое состояние, становится госпожой миллионершей. А наш герой женится на госпоже миллионерше. К слову, ее муж, миллиардер, прямо называет нашего героя Тимура Альфонсом. В общем, женился. Вот такая знаете, слезы, кровь, говно и сахар, как говорится. Они там делили имущество, судили, рядили. И вот у Тимура моментально начинает как-то идти рост карьерный. Вместе с удочерением Тимуром 3 дочек от предыдущего брака своей новой жены, он сам удочеряется министром Российской Федерации по энергетике и внезапно становится его советником, а уже год спустя гендиректором Минэнерго. Это потрясающий карьерный рост. И связан он, конечно же, с личными качествами Тимура, а не со знакомствами, которые у него появились. Но я здесь должен заметить, кстати, что в отличие от того же Шойгу, у Тимура на самом деле в голове не майонез, но масло. То есть мозги у него есть, да? Карьерный рост просто, очень крутой. Уже в 2012 году Тимур становится заместителем председателя правительства Московской области. И там же знакомится с Сергеем Шойгу, который на то время являлся временным губернатором. В том же году Шойгу назначают министром обороны. И Тимуру сам Бог приказал. Вы думаете, наверное, что Тимур, ввиду того, что он уже попал в Миноборону, становится старшим лейтенантом, да? А нет, давайте капитаном. Майором? Да нет, это все слишком мелко. Тимур становится директором многомиллиардного оборонстроя. То есть на этого парня замыкаются все теперь ручейки, вливающиеся в огромный океан бюджетных средств, который идет на строительство военных городков, да вообще на любое военное строительство. Вы представляете, да, сколько это? А потом, буквально через пару лет, Тимур становится замом министра обороны. Не служил, так и что? А звание у него, соответствует генеральскому. Как вы, наверное, уже поняли, речь идет о Тимуре Иванове, заместителе министра Сергея Шойгу. Тимур Иванов
светился на выездах, там, в Мариуполе он был, несмотря на то, что в окопе не пробыл ни одной минуты своей жизни. Да и знаете, и это правильно, потому что в окопах должны, окопные, да, а у него немножко другая стезя. Чтобы хорошенько защитить свою семью, надо получить для членов семьи правильное гражданство. И как сообщает прямо ряд источников, у Светланы, супруги замминистра обороны Российской Федерации, и у детей есть израильские гражданства. Ну и смотрите, когда супруга защищена, когда защищены там дети, надо защитить еще и любимую дочь. И он ее отправляет прямо в разгар войны, как они там, это война с НАТО, вот я слышал, вот я опять слышу, это война с НАТО. Вот в разгар войны с НАТО заместитель министра обороны Российской Федерации отправляет дочь в страны НАТО. Ну, это разумно, я вам скажу. Вот девочка справа от Иванова, он называет ее своей дочерью, она отправляется в НАТО. Вот это вот ее Инстаграм. Можно прокрутить и понять, что в России она бывает пару дней в году, возможно, и бывает. Остальное время она уничтожает французские круассаны, конфискует с прилавков бутиков все блестящие дорогие изделия. Тут, конечно, можно пройтись по изделиям. Я знаю, что отдельная часть российской публики не любит этого, что ты считаешь их деньги и так далее. Но, в принципе, я посчитал, что если мы насчитали вот так вот, просто устали уже, порядка 70 разных сумок. Стоимостью там от 3 до 25, потому что Hermes у нее достаточно интересные, такие есть по 25 тысяч долларов. Да? Если их всех суммировать, то я думаю, что самолетик какой-то может и получится, или даже танк. А может и нет, кто его знает. Хотя если добавить еще и те самые штиблеты, так точно танк получится. Армата. Давайте посмотрим. 12 сентября. Макрон призвал Путина остановить боевые действия и призвал к восстановлению суверенитета. Александра в этот день обедает во французском ресторане Гиги Ресторан. Набирается сил перед атакой. 16 сентября Британия заявила, что приступила к тренировке 1000 украинских солдат. А что делает Александра 16 сентября? Гуляет по Лондону. Наверное, она шпионит, скорее всего. Не будет же она делать покупки, являясь дочерью замминистра обороны Российской Федерации, для того, чтобы поднимать бюджет. Вражеского, по сути, России государства. Это бредовая идея. 9 июля Зеленский встречается с главой Сената Франции, презентует важную помощь французов для ВСУ. У дочери замминистра обороны Российской Федерации зенитные комплексы расположены в ресторане французской кухни «Клуб 55» в Раматюэле. А знаете, когда происходило бегство из Херсона, что происходило у родственников замминистра обороны? Не знаете? А вот она как раз на сумочке показывает хер прикрепленный. Может быть, это какой-то тонкий посыл. Вполне же такое может быть. Для тех, кто туго понимает, я объясню, что это значит. Смотрите, когда замминистра обороны такой страны, как Россия, сейчас имеет родственников, которые находятся постоянно в стране НАТО, на этих людей, конечно же, могут найти выход представители спецслужб. Что они могут сделать? Гипотетически, подвести к дочери замминистра обороны, трансвестита, к примеру, подсыпать ей наркотики, лекарства особого, потом это снять, к примеру, на видео, а потом прислать через свои каналы замминистра обороны Российской Федерации определенное видео и готовую заготовку статьи где-нибудь в Guardian, к примеру, в Daily Mirror, где она будет разослана везде, на BBC и прочие Fox News. После этого попросить оказать определенное содействие на условиях взаимовыгодных. Это недопустимо. Представьте себе замминистра обороны США с детьми, которые проживают на территории Российской Федерации. Представили? Нет, потому что это невозможно. Потому что любой разведчик понимает, что с этим можно сделать и как с этим можно работать. Может, уже и работают. Слушайте, может, это и стоит за каким-то бегством из каких-то регионов? Может, в частности, и это стоит? Не думаете? Сам замминистра отличается своей, можно сказать, эксцентричностью. Он, к примеру, считает фуражку Гитлера реликвией.
Потому что там находятся настоящие реликвии. Там есть уникальные вещи, вплоть до костюма Гитлера, который сохранился до сих пор. Там есть фуражка Гитлера. Это для кого реликвии? Для тех, кто по ночам зиг-зиг кричит или что? Ну, это такое, уже, знаете, придираемся. Давайте посмотрим на другие, на настоящие реликвии. К примеру, в пригороде Москвы. Реликвии. Реликтовые строения. Вот дом, где живет Тимур. Смотрите, друзья, дело в том, что дом Иванова, по самым скромным оценкам российских журналистов, стоит 600 миллионов, потому что рядом намного более скромный дом стоит 423 миллиона. Можно, конечно, сказать, такая его жена ж получает это самое, ну там, от бывшего мужа. Можно, конечно, и так сказать. Да можно все что угодно сказать. В 2018 году официальная декларация замминистра обороны, 22 автомобиля. Зачем ему 22 автомобиля? Наступление на Париж. А может потому что машины, знаете, пачкаются, их, чтобы не мыть, можно просто менять. В общем, смотрите, дорогие друзья, в то время, когда в Российской Федерации собирают на подштанники для армии, правда воруют потом на этом, отчетов не дают, в это же самое время происходит нечто поразительное. Я не говорю уже о том, что в российской прессе всплыла информация о том, что он является как бы наблюдателем за общаком Шойгу. Не знаю. Эта информация нуждается в перепроверках. Я сказал вам информацию публичную. Это не тайная, не секретная информация. Для того, чтобы вы немножечко понимали, что там происходит. А потом происходит следующее. А потом встает женщина, и это отобранные женщины. Уверен, это отобранные женщины. И тем не менее, она встает на встрече с Путиным. И говорит следующее. Знаю, вот когда у сына вот это вот случается, когда они все бросают, и он просто пишет мне: мам, мне нужно вот это, вот это, вот это, вот это. Понятно. У нас хорошо в Краснодаре есть хорошие магазины, где все это можно приобрести. Понятно. Министерство старается наладить эту работу так эффективно, как это возможно, с учетом и времени года. Вот можете мне поверить, говорю совершенно искренне, вот прямо глядя в глаза. Каждый раз на встречах с руководством Министерства обороны, они происходят каждый день, и я практически каждый день об этом говорю. Вот каждый день. Я не знаю, стыдно ли миллиардерам, я не думаю, что они миллионеры, я думаю, они миллиардеры, миллиардерам из Министерства обороны Российской Федерации за такие вопросы Путину. Наверное, нет. Это абсолютно гламурные люди, тусовочные люди. Они живут на другой планете. Да им поплевать. У меня все. Пока.